Растерялась я, Сережка, понятно? Привет, друзья! С вами Ух ты Кухня. Сегодня не совсем обычное видео. Сын уехал, мы завтра тоже уезжаем, и у меня стал вопрос, что мне делать с продуктами, которые у меня в холодильнике. Сейчас буду все выгружать и придумывать меню на целый день. Ой, у нас тут, Сережка, с тобой всего по чуть-чуть. Опа! Видел? А что у нас здесь? Немножко мяса, немножко фарша, 4 картошки, немножко томатного соуса. 2 кабачка. Оказывается, если навести в холодильнике порядок, можно найти очень много интересных продуктов. И мне нужно это спасти. Как раз и составим вместе с вами меню на один день. Первым начну с суп. Мы его называем по-флотски. Простой и очень быстрый. Поехали. Кастрюльку на огонь. Немного растительного масла. Пусть греется. Ищем лук, друзья. Он у меня уже даже оказался почищен в холодильнике. Буду использовать половину, а вторую половину пойдет на второе блюдо. Нарезаю на мелкий кубик. И выкладываю в кастрюлю. Пусть уже начинает готовиться. А я половину моркови на крупной терке. А давай добавим в суп еще и половинку красного перца. Конечно, за. Ну, будет и ярче, и ароматней. На мелкий кубик. Когда лук стал прозрачным, добавляю морковь и перец. Все перемешиваю и тушу еще пару минут. Через несколько минут, когда овощи уменьшились в объеме, вместе здесь подружились, добавляю фарш. У меня здесь граммов 300 свиной. Сюда. Перемешиваю и хорошо разминаю лопаткой. Нужно немного выпарить жидкость фарша. Как раз и овощи еще приготовятся. Пусть здесь себе наслаждается, а мы в это время можем подготавливаться и ко второму блюду. Заказал мой муж свое любимое блюдо, друзья. Из кабачков. Как думаете, какое? Я жду ответа в комментариях. Угу. А я пока кабачки нарезаю на тонкие кружочки. Всегда это делаю на весу. Кабачки сейчас щедро солю. Перемешиваю. И отставляю в сторонку минут на 10-15. Продвигаемся дальше, друзья. Беру этот кусочек мяса. Тут, наверное, граммов 400. И нарезаю помельче, чтобы быстрее приготовилось. А вот так. И больше казалось. Согласен. У нас сегодня прям с тобой мясной день. Твоя мечта, Сережка, сбылась. Ура! То, говорит, закормила меня жена овощами, салатами. Не, ну я люблю овощи. И все же мясо тоже хочется, да? Да, есть такое. А чтобы время сэкономить, друзья, зажигаю вторую конфорочку. Переставляю этот фарш. Он здесь еще булькает. А сюда сковородку на огонь. Немного растительного масла. Пусть хорошо-хорошо нагреется. А тебе видно, что у меня здесь происходит? Видно, видно. Видно, да? Фарш пустил сок. Хорошо здесь у нас приготовился. На этом этапе у меня здесь есть немножко томатного соуса. Граммов 150. Сюда. Снова перемешаю и протушу около 5 минут. Аня, так куда ж картошку? Какая картошка? Мясо ешь, тебе же в дорогу. Картошку ему. Когда сковорода хорошо нагрелась, выкладываю мясо. Ой, смотри, полная сковорода. Вот что значит правильно его нарезать. Красотка ты у меня. Ставьте лайки, друзья. А я беру вторую половину луковицы и меленько нарезаю. Есть такое дело. Рядом можно и морковь. Кстати, я хочу тоже нарезать. А вот так вот. Смотрим. Здесь у меня уже все прекрасно протушилось. Опа, наливаю воду. А вот так вот. Достаточно. Солю по вкусу и даю закипеть. Когда мясо хорошо подрумянилось, стало вкусно пахнуть, добавляю лук и морковь. Все вместе. И обжариваю несколько минут, время от времени перемешивая. Беру крупный перчик сладенький.
Как нарежу? А вот так просто возьму и нарежу. И не мелко, или не крупно. Как получится, друзья. Слежу за тем, что у меня в сковороде. Еще немножечко пусть тут пожарится. Спешу нарезать, Сережа, укроп. Аня, суп закипает. Ух ты! Лечу! Опа, закипает. Он закипел. Он у нас хорошо закипел. Что я сюда добавлю? Несколько горошин душистого перца. Сюда же лавровый лист. И, друзья, добавлю горсть паутинки. Вермишелька такая. Совсем чуть-чуть. Потому что супец у нас и так густоват. О. Перемешаю. Сюда же укроп. Опа. Скорректирую по соли. Класс. Немножко соли. Друзья, ну казалось бы, что здесь такого? Пережаренный фарш. Перемешиваю. Как только закипело, накрываю крышкой и выключаю нагрев. А сюда, друзья, в сковородочку быстро перчики. Ох и жарко у нас сегодня. Сережка, так зато как вкусно. И сколько пользы мы принесем, продукты спасем. Еще и вкусно поедим целый день, потому что завтра, счастье мое, добро пожаловать в фастфуд. Заправочный. Автозаправочный. Да, хот-доги есть. Да, так что наслаждайся сегодня домашней вкусной едой. Поехали дальше, любовь моя. Нарезаю 4 картошки этих. А вот так вот, наверное, да? Как на рагу. Да-да-да. И сюда. Уже. Снова перемешиваю. Накрываю крышкой. Делаю нагрев чуть меньше. Пусть немножко протушится. А я тем временем, друзья, нарежу капусту. Вот такие у меня кусочки. Салат никто не захотел. Пойдет в рагу. Не буду мельчить, потому что это молоденькая капуста. Она быстро очень готовится. Вообще, Сережка, хочу тебе сказать, после такого вкусного меню, как у нас сегодня, плотного, сытного, мясного, завтра можно и на кефирчике проехать. Опа. Что у нас здесь? Ой, у нас здесь все прекрасно. Сейчас проверим на мягкость картофель. Ну, и мясо. Мясо мягче, чем картофель, друзья. Ну ничего, он еще доготовится. Добавляю капусту. Вот так вот. Перемешиваю. О, вот это да. И снова крышку, чтобы капуста уменьшилась в объеме. Друзья, чувствую я, придется нам завтра брать с собой контейнера. Ну как мы такую вкусноту оставим? Конечно. Слюней полный рот, потому Вот и что это... тормозок. Да, вот и тормозок. Пахнет очень вкусно. Смотрим, что у нас здесь, друзья. Опа. Красота. Да, капуста уменьшилась в объеме. Проверяю картофель. Он практически готов, но еще нет. Сейчас добавляю сливки. Есть у меня, ну куда их деть? Я думаю, будет очень вкусно. В сливочном соусе. Сюда. И сюда же остатки сметаны. Перемешиваю. Сейчас мы добавим немножко воды, чтобы получился соус. Где-то 100 мл. Соль по вкусу. Я еще ни разу не солила это дело. Сюда же черный молотый перчик. Для разогрева аппетита. И добавлю немного сушеного чеснока. Именно сушеного. Ух, как аппетитно бурлит. Накрываю крышкой и тушу 10-15 минут. И будем обедать, Сережка. Анютка, кабачки. А сейчас будут и кабачки. Суп переставлю сюда. Картофель переставлю сюда. Пусть он здесь себе еще тушится. А сюда сковородку на огонь. Растительное масло так, чтобы хорошо покрыло дно. Масло должно хорошо нагреться. В пакет пару столовых ложек муки. Когда масло нагрелось, беру несколько кабачков в пакет и вот так вот, оп, туда-сюда, туда-сюда. И все. Вынимаю и сюда. О, обжариваю с двух сторон до румяной хрустящей корочки.
Опа! Последний штрих, друзья. Зелень. Не буду перемешивать. Просто накрою крышкой и выключу нагрев, пусть отдохнет немного. Готовы мои кабачочки? Готовы. Хрустящие, тоненькие, румяные. А вот так накалываю и даю стечь маслу. И на тарелочку. Красота. Ну и продолжаю, пока не закончатся все кабачки. О, готово. Беру чеснок через пресс и потихонечку выдавливаю и смазываю кабачки. Снова оп. Друзья, хрустящие, вкусные. Вот, мне без чеснока вкусно. А мне с чесночком. Давай, давай. Тебе лайк. Благодарю. Да, друзья, быстро, просто и очень вкусно. Конечно же, это блюдо мы каждый день не едим. Ну, раза 2-3 в сезон точно, да? Да. Хорошо поработали, можно плотненько и пообедать. Начнем с горячего. Опа. Суп настоялся. Ой, посмотри, получился таким мясным, с вермишелькой. Кстати, красивый суп получился. И очень вкусный, друзья. Есть такое дело. Я себе оставила немножко сметанки. Но не могу я есть незакрашенный суп или борщ. Мне нужно его закрасить. Я иногда, друзья, даже молоко просто добавляю. Лишь бы он был вот такой вот закрашенный. Горячий. Ну, что я здесь нашедеврила? Такое впечатление, что я ем пасту болоньезе. Вкусно. Легкий такой, в то же время белковый суп, потому что здесь много мяса, без картофеля, с овощами. Вкусно. Ну, а второе блюдо, солнышко. Ой, Сережка, да насладиться супом. Давай это прикроем, знаю, будешь просить добавку. И наше рагу. Рагу в сливочном соусе. Перемешаю, чтобы было сочнее. И можно накладывать. Оп. Мне, как всегда, в тарелку идет одно мясо. Я думаю, это моя тарелка. Ладно, будет твоя тарелка. Красота. Класс. Ну что, друзья, пробую. Рагу. Картошечку. Молоденькая уже. Во. Да еще с такими кабачками. Точно. А с кабачками молодой картофель это вообще просто песня. Во. Друзья, это вкусно. Вкусно просто по-домашнему. Ну а я пожелаю всем мир вашему дому, счастья, благополучия семьи и вкусной еды. Да, нам сегодня с Сережкой надо это все съесть. Иначе по баночкам завтра. Хорошо. На заправках будем в микроволновках греть. Оно и холодное даже вкусное. Да, все, Сереж, давай обедать. Пошли. Благодарим вас, друзья, за внимание. Мы обедать. Пока это все тепленькое. Солнышко. Тоже любишь закрасить? Конечно. Ну, пробуй. Конечно, сейчас буду пробовать. Я уже жду не заждусь, как эту вкуснятину попробовать. Это реально вкусно, Анютка. Конечно. А вы спросите, что же я делаю с зеленым луком? Оп. Вот так беру, Ага. в соль и в прикуску. Ну да, сегодня можно. Но весь ты точно не съешь. А помнишь, у нас было видео, в зелени тебе, Сережка, есть не переесть? Да, было дело. Кстати, вставишь его. Такое интересно, так интересно получилось, серьезно. Да. Вставь его в конце, да. Это история нашей жизни. Да, Да, когда... начало. Начало, да. Не, ну не начало нашей жизни, а начало нашей ухты кухни. Так что... Да, ели мы зелень.
Причем в посадке. И интересное дерево. Да. Смотрите до конца, Да. и там увидите все. Да. Солнышко, ну давай кушать. Все, давай, И я по- тоже.